Если бы год назад кто-то сказал вам, что чуть ли не единственным союзником России, кроме Беларуси, будет Иран, вы бы, наверное, посмеялись. Но мы находимся в конце 2022 года, в реальности, в которой Иран поставляет России дроны «Камикадзе» и ракеты для обстрела ТЭС по всей Украине. В ответ Россия, судя по всему, будет платить Ирану не только деньгами и технологиями, но и неожиданно ресторанами «Вкусно» и «Точка». Российской власти вроде бы всегда было важно, чтобы в мире ее уважали и считались с ее мнением. Сегодня же мы пришли к тому, что если какая-то страна не готова открыто осуждать Россию, то это уже объявляется большой дипломатической победой. Посмотрим, во что превратилась внешняя политика России и могло ли быть как-то иначе. Молодым зрителям нашего канала может казаться, что во внешней политике России всегда царили изоляционизм, особый путь и рассказы про загнивающий Запад и проклятых англосаксов. И, конечно, их подхрюкивающих подсвинков. Настолько давно и органично эта риторика приклеилась к любым официальным спикерам. Может сложиться впечатление, что она перекочевала в 21 век сразу из советских агиток и выпусков новостей. Но нет. Поверить сложно, но новый век и нового президента страна встречала с очень хорошими ожиданиями на дипломатическом фронте. В общем-то, уже 90-е годы показали, с демократической Россией готов общаться весь мир и хочет дружить весь мир. Борис Ельцин проводил многочисленные встречи с мировыми лидерами, а мировые лидеры посещали Россию, причем не обязательно столицы. Вот, например, Маргарет Тэтчер приезжает с визитом к Борису Немцову в Нижний Новгород, где он тогда был губернатором. В 1997 году Россию приняли в Большую Семерку, и она стала Большой Восьмеркой. А еще через 2 года тоже с участием России создали Большую Двадцатку. Торговый оборот с западными странами рос, кризис 1998 года во многом преодолели благодаря росту цен на нефть и газ. Можно было рассчитывать, что с новым, более молодым президентом укрепление отношений пойдет еще быстрее. И на первых порах так и было. Только в 2000 году Путин совершил 27 международных поездок к иностранным партнерам. Говорили о его крепкой дружбе с Джорджем Бушем-младшим, Сильвио Берлускони и Герхардом Шрёдером. В 2001 году будущий защитник русского языка произнес речь в немецком парламенте на немецком же языке о том, что Россия выбрала путь свободы. Внутри страны путь свободы уже тогда складывался непросто, но во внешней политике возникающие вопросы решались дипломатическими методами. На полном серьезе строились планы по созданию единого экономического пространства с Евросоюзом, от Лиссабона до Владивостока, как тогда говорили. Появился Совет Россия-НАТО, где обсуждались вопросы военного сотрудничества. В Европу тянули новые газопроводы, а в России открывались новые и новые офисы западных корпоративных гигантов. В 2006 году в Петербурге торжественно прошел форум Большой Двадцатки, огромный дипломатический успех российских властей. Американцев и европейцев безо всякой иронии называли нашими западными партнерами. И даже европейские законы, нацеленные на инклюзивность и защиту прав меньшинств, никого особенно не смущали. Хотя однополые союзы, например, были узаконены в Нидерландах уже в 2001 году, а в 2004 в первом штате США, в Массачусетсе. Ну ничего, сотрудничали, и все было хорошо. И вообще, в те времена все хотели с Россией дружить. От ближайших соседей бывших советских республик, которые хотели налаживать с Россией хорошие отношения, до азиатских стран, от арабских государств до Соединенных Штатов, Латинской Америки, все у нас не было оппонентов, были только друзья везде. Что если бы так продолжалось и дальше? Планы были грандиозные и один лучше другого. Как самый яркий пример – безвиз с Евросоюзом. Одна идея безвизового въезда в Европу заставляла чаще биться сердца всех любителей путешествовать. Но как раз туризм тут был просто сопутствующим бонусом. Главное, что новые визовые договоренности расширили бы возможности для бизнеса, обучения и обмена знаниями. Больше 20 лет мы поставляли в Европу сырье, топливо и зерно, а взамен закупали оборудование, технологии, транспорт и лекарства. Но если бы реализовались планы по единому экономическому пространству с Евросоюзом и безвизовым режимом, товарооборот вырос бы на десятки процентов, разгоняя экономики всех европейских стран, включая и Россию. Для нас с вами на бытовом уровне это значило бы не только доступные поездки за рубеж, но и больше офисов глобальных компаний, больше высокооплачиваемых рабочих мест, больше западных технологий в производствах и городах, и, как следствие, высший уровень жизни. В общем, перспектива была замечательная и при этом не какая-то сказочная. То же самое происходило не так давно во многих странах, от Южной Кореи до Израиля.
И вот тут мы подходим к моменту, когда нужно посмотреть, что же пошло не так. Как от открытой внешней политики Россия перешла к изоляционизму и состоянию осажденной крепости. Но сначала некоммерческое объявление. Давайте посмотрим и продолжим. Мы устали от войны, устали от постоянных новостей и хотим провести праздники спокойно, как раньше. Но, к сожалению, война не закончилась. В Украине разрушена гражданская инфраструктура. Многие украинцы были вынуждены покинуть страну, просто чтобы не замерзнуть. За границей у них зачастую нет никаких знакомых, которые могли бы их приютить на первое время. Проект iCanHelp.host – это платформа и диджитал-карта для тех, кто покидает Украину и нуждается во временном бесплатном жилье. Сооснователь проекта Никита Антипов из Беларуси. После последних протестов ему пришлось покинуть родную страну, так что он знаком с проблемой вынужденного переезда не понаслышке. Сейчас проект активно ищет тех, кто готов приютить людей. Если вы собственник жилья или гостиницы в любой стране, кроме России и Беларуси, и готовы предоставить крышу над головой вынужденным переселенцам, заполните форму на сайте по ссылке в описании и укажите время, на которое вы готовы принять украинцев, попавших в сложную ситуацию. Даже 1 неделя в безопасном месте и с нормальным сном уже многое значит для пересекшего границу человека. В России и Беларуси граждан Украины проект не размещает. Проект считает это небезопасным. Но если вы хотите помочь, можете присоединиться удаленно, в качестве волонтера или помочь донатом. Также будет здорово, если вы расскажете о проекте iCanHelp.host в соцсетях. Это поможет найти новых хостов и помочь большему числу людей. Продолжим. Что же пошло не так? Еще с начала нулевых прослеживалась опасная тенденция. Российские власти решили, что все постсоветские страны должны обязательно находиться в сфере влияния России. На практике это означало, что Москва пыталась запретить соседям вести самостоятельную внешнюю политику без оглядки на интересы Кремля. И упаси бог кого-то из соседей бежать впереди паровоза и стремиться к интеграции с Евросоюзом. По этой причине Россия противилась вступлению стран Балтии в НАТО. По этой причине вмешивались во внутренние дела Грузии и Украины, активно поддерживая пророссийских политиков. Такое вмешательство не нравилось гражданам этих стран, и результатом недовольства стала сначала революция роз в Грузии в 2003 году, а через год оранжевая революция в Украине. И там к власти пришли прозападные политики, которые стали налаживать связи с Соединенными Штатами и Евросоюзом без оглядки на Москву. У этих событий было несколько последствий. Во-первых, в Кремле так и не поверили, что украинские и грузинские народы сами, по собственной воле, по объективным причинам решили сменить у себя власть. У нас решили, что все это организовано американскими политтехнологами. А словосочетание «оранжевая революция» стало пропагандистским клише, описывающим любые политические пертурбации, которые не нравились российским властям. Во-вторых, вмешательство Москвы в дела соседей не осталось незамеченным на Западе, и доверие к российским властям поубавилось. Добавьте сюда не снижающийся уровень коррупции в России, разгром НТВ, укрепление авторитарной власти, громкое дело Ходорковского, убийство журналистов. Все это настораживало наших западных партнеров. Они продолжили вести дела с Россией, но не торопились сделать ее главным своим союзником. В 2007 году президент России жестко раскритиковал Европу и Соединенные Штаты на Мюнхенской конференции по безопасности. Сейчас его речь показалась бы нам сдержанным упреком, но в 2007-м тирада о том, что США создают однополярный мир и пренебрегают нормами международного права, расценивалась как начало новой холодной войны. Озвученное в 2008 году желание Украины и Грузии вступить в НАТО усугубило эти процессы, а через год после Мюнхенской речи российские власти сами нарушили те самые нормы международного права и фактически аннексировали Южную Осетию, введя войска на территорию Грузии. Это вылилось в первую прямую конфронтацию с Западом, но ее тогда удалось быстро замять. Меньше чем через год после войны в Грузии Хиллари Клинтон и Сергей Лавров нажимали на кнопку перезагрузки российско-американских отношений, на которой с правительской опечаткой было написано «перегрузка». Было и то, что можно назвать реальными успехами во внешней политике. Товарооборот с Европой рос, появился БРИКС, объединение крупнейших развивающихся экономик мира – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Был создан таможенный союз с Казахстаном и Белоруссией. Туда потом еще вступили Армения и Кыргызстан.
Хотя Таможенный союз задумывался как политический проект для утверждения сферы влияния России, отмена таможенных ограничений действительно упростила людям жизнь и оживила торговлю между странами. А вот то, что в него активно побуждали вступать Украину, не нравилось украинцам, которые Таможенному союзу уже тогда предпочитали Европейский союз. В отношениях с Европой и США перезагрузки так и не случилось. В 2011 году, во время арабской весны, Владимир Путин критиковал политику Запада в отношении этих стран. И именно с тех пор Россия стала поддерживать режим Башара Асада в Сирии, хотя западные страны заняли сторону сирийской оппозиции. Но настоящий перелом наступил, конечно же, после аннексии Крыма и необъявленной прокси-войны на Донбассе. Россию исключили из Большой Восьмерки, прекратились любые переговоры о евроинтеграции, как и взаимодействие в формате Совета Россия-НАТО. Конечно, страны Запада продолжали контактировать с Россией, чтобы расследовать крушение малазийского Боинга, чтобы как-то урегулировать войну на Донбассе, чтобы координировать боевые действия против ИГИЛ в Сирии. Вынуждены были взаимодействовать и взаимодействовали, но не более того. Риторика российских властей с 2014 года становилась все жестче. Спикеры на государственном телевидении и дипломаты в высоких кабинетах соревновались в пренебрежительном отношении к бывшим партнерам, а идеи о противостоянии однополярному миру стали официальной позицией России на международной арене. Чем занимались российские дипломаты в эти годы? Искали новых союзников. Например, сближались с Китаем. Именно Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай, хотя продавать ее приходилось с огромными скидками, а по некоторым данным даже себе в убыток. Старались дружить с Турцией. Все-таки, хотя Турция член НАТО, но автократия Эрдогана путинским элитам понятнее и ближе европейской либеральной демократии. Получалось с переменным успехом. С Турцией то ссорились, то мирились весь конец 2010-х годов. МИД России сконцентрировался на поиске союзников, которые разделяют ценности российской власти. Так, среди наших надежных партнеров появилась Венесуэла, куда потекли инвестиции от Роснефти, и Центральноафриканская республика, куда отправились бойцы ЧВК Вагнера. Для телезрителей основным сюжетом внешней политики, кроме «Что там у Украины?», стала рубрика «Наши успехи на войне в Сирии», где армия России чуть ли не каждый месяц побеждала мировой терроризм и помогала правительству Асада. Асад удержался у власти, но гражданская война против него так и не закончилась, так что активного союзника из Сирии не вышло. Временами казалось, что новые военные события в Сирии или Украине нужны только за тем, чтобы побудить лидеров США и Европы к каким-нибудь очередным переговорам. Если помните стягивание войск и техники к границам Украины сначала весной, а потом осенью 2021 года, и многие тогда воспринимали это именно так. Ну понятно, российский президент опять хочет поговорить с американским и создает для этого повод. Но 10 месяцев назад рассказы про злых англосаксов перестали быть исключительно фантазиями отставных чекистов. Теперь из этого параллельного мира отдаются приказы о захвате городов и об обстрелах мирных жителей соседней страны. Давайте попробуем разобраться, что вообще такое успешная внешняя политика. Для чего она вообще нужна и как должна работать. Вот, например, две новости. Израильский парламент не смог выполнить условия для безвизового режима с Соединенными Штатами, а Россия успешно обсуждает безвиз с Ираном. Две новости, и кажется, тут очевидно, кто молодец, а кто нет. Эти не смогли, а эти смогли. Но разница в том, что на самом деле нужно жителям этих стран. Израильтяне хотят безвиз с США. У многих там родственники, дела, многие просто путешествуют. Хотя и сейчас израильтяне не страдают. США без проблем выдают им визы сразу на 10 лет. Но хотят и эту формальность устранить, и работают над этим. А вот россияне в Иран не ездят. Большинство вообще за границей не бывают, а уж если и поедут, то вряд ли в Иран. И если случится безвиз с Ираном, россияне про него забудут сразу же, как только закончатся вести недели. Государство должно заниматься интересами граждан, внутренней политикой, а политика внешняя эти интересы должна просто обслуживать. Есть для твоей продукции перспективные рынки сбыта? Надо, чтобы дипломаты договаривались с этими странами. Всем выгодно. И они товары получают, и твоя экономика деньги и рабочие места. Или наоборот. Живет в какой-то стране много родственников твоих граждан. Надо, значит, поддерживать хорошие отношения и въезд упрощать. Получаешь ты сверхприбыли от партнерства с какой-то страной. Надо, значит, в этом партнерстве избегать рисков и сближаться в других сферах. У граждан и бизнеса любой страны хватает запросов, которые надо решать на международной арене.
решать которые выгодно и политически, и экономически. Для этого и нужен МИД, и все эти дипломаты, и посольства. Именно для этого. Россия же годами вела себя противоположно этим запросам. Был ли у россиян запрос на безвиз в Европу? Конечно, был. Это очень удобно и для путешествий, и для бизнеса. Товарооборот с Евросоюзом у нас больше, чем с любыми другими партнерами. А был у россиян запрос на новые территории? Какой процент жителей России говорил, нам очень нужна, например, Южная Осетия? Да или даже Крым, до того, как все это началось. Проводились ли вообще какие-то на этот счет, не знаю, опросы, я уж не говорю про референдум. У каждого третьего россиянина есть родственник или друг в Украине. Хотели ли они захватывать огромный кусок Украины вместе с родней прямо, учитывая, что там сейчас происходит? Вряд ли. При этом, если у власти было непреодолимое желание порешать территориальные споры, то тут огромный простор для работы. Например, можно заключить мирный договор с Японией, который не подписан с 1945 года. Можно попробовать решить спорный статус Курил. Это, правда, сложно, но хотя бы заняться этим можно было бы. Потому что с Японией можно было бы наладить экономическое сотрудничество, там большой нереализованный потенциал на Дальнем Востоке. Можно было бы активнее участвовать в мирном урегулировании конфликтов, например, между бывшими советскими республиками, у которых сохранялось до этой войны уважение к России и отношение к ней как к союзнику, например, между Арменией и Азербайджаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Задач для дипломатов хватало. Причем таких, за решение которых соседи и собственные жители реально сказали бы спасибо. Да и запросы россиян были вполне однозначны. Когда в 2017 году их спрашивали, что должно стать приоритетом во внешней политике, первое место заняло обеспечение мирного существования страны. А расширение границ влияния России в мире заняло последнее место. Проблема российской внешней политики и дипломатии не в том, что она неэффективна, а в том, что это геополитика ради геополитики. Цели ставятся из каких-то непонятных совершенно соображений. Например, навязывать свою политику другим странам – это круто, вдруг посчитали. Так нас будут все уважать. Мы будем рулить во всем мире, и вообще Америка сама тоже так себя ведет. Поэтому вместо решения реальных потребностей страны и ее граждан, власти пытаются создать с нуля какие-то потребности, которых ни у кого нет. Знали ли россияне, что в Украине притесняют русскоязычное население? Нет, потому что этого и не было. Невозможно было об этом знать, этого не существовало, пока об этом не рассказали по телевизору. А когда телевизор переключился на Сирию или на чемпионат мира, забывали сразу обратно. Знали ли россияне, что страны НАТО спят и видят, как бы развалить Россию? Те самые страны, которые обеспечивают там 35% ВВП, и куда россияне счастливо ездили отдыхать. Нет, россиянам об этом поведовала пропаганда. Российская внешняя политика не решает проблемы, не отвечает на вызовы, которые стоят перед страной. Зато создает много новых. Каждую санкцию, каждое ограничение, наложенное на Россию, нужно будет снимать. Каждый договор восстанавливать. Весь ущерб возмещать. Все отношения выстраивать заново. Это будут годы тяжелейшей дипломатической работы. Хорошая новость в том, что с демократической властью и независимыми СМИ Россия прекрасно разберется в международной ситуации и выберет себе реальные приоритеты во внешней политике. Она будет не наживать врагов, а искать друзей. Конечно, это будет сложно, учитывая все, что сделано. Но пока мир, в общем, склонен общаться с российским народом и с Россией в целом, но, конечно, не с текущей российской властью. Исправлять все это будет непросто, но заниматься этим будет нужно. На сегодня все, но не до конца, потому что в 9 вечера по Москве у нас будет стрим на канале Объектив. Будем собирать опять деньги на работу редакции, мы это каждый месяц делаем. Я там буду отвечать на вопросы. Приходите, задавайте вопросы, ставьте себе напоминания, чтобы не пропустить. Ссылка в описании. До завтра.